Леонардо да Винчи. Математика, физика, биология, химия, геометрия, астрология, инженерия, музыка и, конечно, искусство. Как изобретатель он создал немало вещей, опередивших свое время. Танк, катапульту, пулемет, парашют, орнитоптер, водолазный костюм, калькулятор и даже самодвижущуюся повозку. Он очень популярен в Италии, но исчезает на 2 года. И считается, что он способен осуществлять связь с другими цивилизациями, которые дают ему знания, с помощью которых он может привести человечество к лучшему будущему. Леонардо также был криптологом, и именно поэтому многие исследователи считают, что он зашифровал в своих работах часть древних знаний, которые, если их расшифровать, откроют тайны Вселенной. Если верить тезису о том, что один из лучших способов узнать правду о нашем прошлом – это обратиться к старым книгам, то из этого вытекает несколько вещей. 2000 лет христиане верили каждому слову Библии, не задумываясь, пока не выяснилось, что вся правда о Христе там не показана. И в так называемых запрещенных книгах есть документы, которые показывают его жизнь в ином свете. Один из таких документов – древний манускрипт возрастом более 1500 лет, хранящийся в Древнем Египте. На 26 страницах, написанных на коптском языке, или более известном как Евангелие от Иуды, говорится о том, что он был любимым учеником Иисуса, и что без его предательства миссия Христа была бы невозможна. Большая часть знаний о нашем прошлом тщательно охраняется тайными обществами, масонами, рыцарями-тамплиерами, орденом Росикрусиан и другими. Они оставляли закодированные знаки о местонахождении кощунственных древних реликвий, чтобы только определенные люди могли их расшифровать. Именно такие знаки есть на картинах Леонардо да Винчи. Что в них скрывается, мы узнаем в новом эпизоде «Тайной реальности». Например, на незаконченной картине «Поклонение волхвов» изображены волхвы, посещающие младенца Иисуса в Вифлееме. Доктор Сара Чейни находит в левом верхнем углу картины сцену, в которой 2 фигуры, стоящие на ступенях разрушенного храма, испытывают сильное страдание. Но присмотревшись, она понимает, что это не разрушенный храм, а строящийся египетский храм. На вершине колонн этого храма виден цветок лотоса, который для древних египтян означал символ цветка жизни. Цветок жизни содержит всю историю нашей Вселенной в своей сакральной геометрии, а Леонардо был одержим сакральной геометрией. В другой своей знаменитой картине он использовал принципы этой самой геометрии. Речь идет о витрувианском человеке, и одним из скрытых посланий там является именно цветок жизни, что говорит о том, что Леонардо да Винчи, вероятно, знал и владел космическими знаниями. Прежде чем мы продолжим просмотр видео, убедитесь, что вы нажали на колокольчик и подписались, чтобы не пропустить видео из серии «Скрытая реальность Дао», которая выкладывается в 16:00 каждый понедельник, а остальные видео каждый четверг, опять же в 16:00 для вашего удобства. Поделитесь им с друзьями и досидите до конца, потому что этот эпизод очень захватывающий, и все зависит от вас, конечно же. 2 года, в течение которых он исчезает и, по слухам, проводит в пещере, где общается с различными космическими сущностями, открывают ему новые перспективы и влияют на его последующие работы. Например, изображения в Мадонне со скал расположены в подобии пещеры, а за ними видны большие скалы и даже гора с источником воды. По одной из версий, Иосиф предвещал Деве Марии и Иисусу их путешествие в Египет. В другой версии, однако, ангел идентифицируется как Гавриил, а Леонардо меняет его на Ариэля. Но почему он это делает? Ариэль – архангел мудрости, божественное существо из рая, владеющее тайными знаниями, и на картине да Винчи именно он указывает пальцем на Иисуса. Указывающий перст – символ, используемый в алхимии для обозначения связи человека с миром духов, а точнее – духовного пути. В Моне Лизе, как предполагается, есть почти все, но тайный ужин – это то, что и по сей день не может быть разгадано. Одна из самых известных картин Леонардо да Винчи после Моны Лизы – это, конечно же, «Тайная вечеря».
Это момент, когда Иисус говорит своим ученикам, что один из них собирается предать Его. Если мы просто откроем и посмотрим на картину, то сразу же заметим нечто очень странное. Кажется, будто кто-то нажал на кнопку «Пауза». Все вокруг Иисуса выглядят потрясенными и удивленными, кроме изображения справа от Него, которое, как считается, является апостолом Иоанном. Другая рукопись, или, если угодно, маленький ручеек папируса из Каира, найденный в XIX веке доктором Кэролом Рейнхартом, который не решались опубликовать почти 100 лет, говорит нам совсем о другом. И этот апокрифический текст также отрицается церковью по определенной причине, и это Евангелие от Марии. В нем говорится, что Мария Магдалина или Магдалина была женой Христа и одним из апостолов, основавших раннехристианскую церковь. Тори придерживается мнения, что автором 4-го Евангелия был не Иоанн, а Мария, но мы подробно рассмотрим эти темы в одном из других эпизодов серии. Какую связь вы хотите установить с Тайной вечерей? По правую руку от Иисуса Леонардо изобразил молодого ученика, который скорее похож на женскую фигуру. Если предположить, что это Иоанн, то следует знать, что его вообще довольно часто изображали именно так, с лицом женщины. Итальянский ученый Славис Пеши сделал печально известное открытие, когда наложил зеркальное изображение Тайной вечери на оригинал. Что получилось? Слева от Иисуса появляется новая фигура, которая, похоже, обнимает одного из апостолов обеими руками. Что это? Намек на женитьбу Иисуса на Марии. Кроме того, прямо рядом с Иудой мы видим фигуру младенца, и апостол Андрей смотрит прямо на него. Конечно, все это может быть чистым совпадением, но разве такое возможно, когда речь идет о Леонардо да Винчи? Вы списываете это на меня. Это еще не все. При наложении изображений перед Христом неожиданно появляется предмет, напоминающий потир, а двое апостолов превращаются в рыцарей. Как это понимать и означает ли это, что истина о Святом Граале хранится в одном из тайных братств? Согласно тому, что официально известно о картине, Леонардо делит апостолов на 4 группы. Свою собственную. Иуда? Странно. Я думаю, я бы сказал. Иуда, но я предоставлю вам самим попробовать выяснить, почему это не Иуда. Петр и Иоанн, у которого закрыты глаза. Кажется, что он склонился в противоположную от Иисуса сторону, почти без эмоций, его лицо довольно белое, у него длинные волосы, а его одежда не похожа на традиционную одежду Иоанна. По этой и многим другим причинам многие исследователи считают, что Иоанн на самом деле женщина. Конечно, это сумасбродный тезис, и он вообще возможен, но не настолько, если копнуть еще глубже. В своем трактате о живописи Леонардо ясно пишет, что женщину всегда следует изображать, цитирую, «с головой, смотрящей вниз, слегка наклоненной в одну сторону, и фигура рядом с Иисусом на Тайной вечере изображена именно так». Кроме того, предполагаемая женщина вместе с Христом образует букву «М», что является подсказкой, конечно же, к Марии Магдалине. Предположительно, буква «М» обозначает слово «матримонио», то есть «брак». Согласно этой истории, Мария омыла ноги Христа и вытерла их своими волосами. И, как говорится, она могла сделать это только если была законной женой. И вот здесь все начинает противоречить само себе. И если мы посмотрим, Леонардо одел их почти так же. В Новом Завете Мария описывается как последовательница Христа. В то время было бы очень странно, если бы 30-летний мужчина не имел рядом с собой женщину. И, конечно, предполагается, что именно Мария была не только его женой, но и носила ребенка. Хотя считается, что на картине изображены не только эмоции и последний ужин Иисуса, но и кубок, а также символизм в крови Иисуса, вина и хлеба. Чаша – это большой бокал для вина, используемый в христианском причастии, где вино освящается и принимается соответствующим образом. Здесь мы не можем не упомянуть теорию Святого Грааля, ведь он может физически не присутствовать на столе, но, по мнению историков, Грааль – это сама Мария Магдалина, а у двух Су, как говорят, есть свои потомки, обладающие особой ДНК, которая выводит человеческую цивилизацию на другой уровень. В 2004 году выходит книга испанского журналиста Хавьера Сьерры «Тайная вечеря». Его любят называть анти-Дэном Брауном, потому что он представляет свою версию картины да Винчи совершенно иначе, чем знаменитый автор шифра Леонардо. Согласно Сьерре, Святой Грааль Богомилов спрятан на Тайной вечере.
Но, как мы уже говорили, священная чаша не находится на столе в материальном виде. Но почему? Согласно Хакобо Девараке, Мария сначала отправляется в Египет, а затем вместе с Иосифом едет в Лагедок. Они остались в Александрии, а затем дали начало первой христианской общине. И Марии грозит большая опасность, ведь она несет с собой все тайны Спасителя. Поэтому она снова отправляется в путь, спустившись на маленький островок у моря, который носит имя Святой Марии Деламер или Святой Марии Морской. Это связано с тем, что вместе с Иосифом там живут еще две женщины, которых также называют Мариями. Оттуда она начала проповедовать и стала известна как Мадонна Света. Говорят, что Леонардо изобразил узел на Тайной вечере, чтобы напомнить всем о роли Марии как новой богини Исиды. Это ее знак, и именно от нее исходит идея, связывающая богомилов, веривших в священное женское начало и свет с учением Марии. Интересно мнение Хави и Сьерры о том, что расположение тела Иисуса на Тайной вечере образует букву А. Несомненно, Христос является центром и устами картины, но если пойти глубже и взять первую букву каждого из учеников и прочитать их по порядку на полотне, то получится непонятная фраза. Однако, если мы знаем, что Леонардо да Винчи писал в зеркальном отражении и попытаемся расположить все именно так, то получится несколько иной результат. Если расставить буквы, то получится консоламетум, что означает утешение, слияние человека с Богом и бесконечностью. По его словам, это одно из посланий Леонардо да Винчи будущим поколениям, как раз о Святом Граале. В одном из тихих уголков Милана находится церковь Санта-Мария-ди-ла-Грация. В трапезной хранится настоящая тайная вечеря, размеры которой составляют 480 см и 680 см. Это не первое изображение тайного ужина, но версия Леонардо существенно отличается. Если в более ранних воплощениях все изображались святыми, то в работе да Винчи они представлены как вполне обычные люди. Почему? Потому что они лишены нимбов. Эксперт по творчеству да Винчи Марио Тадеи утверждает, что этим действием Леонардо хотел передать некое послание. По его словам, люди на этой картине, включая Иисуса, не святые, а обычные смертные. Многие историки считают, что Леонардо не был религиозен и верил не в Бога, а в природу Вселенной. Для него природа была Богом, и поэтому он относился ко всем как к обычным людям. К его большому сожалению, картина пострадала в наполеоновскую эпоху, а затем от многочисленных облучений во время Второй мировой войны. Только в современные годы начались серьезные работы по ее восстановлению. Но большая часть картины была утрачена навсегда. Интересно, что картина написана на стене, но не является фреской. Фрески наносятся только на мокрую штукатурку, а Леонардо не использовал эту традиционную технику, потому что не хотел спешить. Напротив, он страшно пристрастился к своей работе, питая к ней огромную любовь, и очевидцы рассказывают, что часто видели, как Леонардо бросает любую другую работу и бежит в сильную жару к серпу, чтобы провести маленькую линию или наметить символ. Он даже забывает есть и пить и проводит целые дни и ночи, записывая свои мысли, а затем применяя их в своих работах. Итальянский музыкант Джованни Мария Пала утверждает, что был убежден в том, что Леонардо зашифровал музыкальные ноты и целое произведение в «Тайной вечере». Помимо того, что Леонардо был гениальным художником и исследователем, он был невероятным музыкантом. Много лет пел на свирели и играл на лире. Первое, что он понял, если провести пятую линию, то хлеб на столе и руки Иисуса и апостолов будут похожи на музыкальные ноты. Однако они не складывались в мелодию, пока Пилани не понял, что их нужно прочитать еще раз справа налево. Каким был стиль Леонардо? Результат. Это 4-секундный реквием, как он его описал, который лучше всего звучит на органе. Именно этот инструмент чаще всего использовался в то время для церковной музыки. Мы уже неоднократно видели, что Леонардо не стал бы сразу использовать сакральную геометрию, а музыка – это по сути математика, поскольку в ней может быть скрыто множество посланий. Исследователь Ватикана Сабрина Сфорца Галиция утверждает, что нашла в картине математическую астрологическую загадку. В частности, в складках скатерти с изображением Христа и апостолов она видит карту мира определенной ширины и длины. Расшифровав ее, она приходит к выводу, что к 1 ноября 4600 года
произойдет всемирный потоп и начнется новая эра в жизни человечества. А когда она сливает бумаги Леонардо, то говорит, что он написал, цитирую, «новое начало для человечества», что, безусловно, вызывает другой вопрос. Так это когда я поместил автопортрет Леонардо да Винчи в Photoshop, сделал его двойником и наложил на него зеркальную версию. Я сделал это в ПП видимости, и когда я сдвинул фотографию вправо, вы получили другой ракурс портрета Леонардо. Разумеется, по пути я применил ту же технику к картине Леонардо «Тайная вечеря», и что же получилось? Меня немного шокировало то, что, опять же, с правой стороны, один из предполагаемых учеников очень подозрительно похож на Леонардо и на тот автопортрет, который я нарисовал ранее. Вставлял ли он себя в качестве одного из апостолов, мы не можем знать наверняка. Если вам интересно, вы можете посмотреть все картины Леонардо да Винчи и оставить комментарий о том, какие странности вам удалось заметить и запечатлеть. Вполне возможно, что некоторые из них просто мистификация, но, учитывая различные подходы и гениальность Леонардо да Винчи, я думаю, мы можем сделать один большой вывод и сказать, что все остается возможным. А что вы думаете о «Тайной вечере»? Какой из теорий вы верите? Оставляйте комментарии ниже, а также пишите предложения для следующих выпусков The Reality Script. Я слушаю вас и жду не дождусь, чтобы узнать, что вы хотите посмотреть дальше. Поклон и спасибо за внимание, мне как всегда приятно. Не пропускайте выпуски каждый понедельник и 4 число 2016 года. Будьте здоровы, сохраняйте остроту ума и до встречи в других видео.